Привет! Сегодня мы поговорим о некоторых Тема сегодняшнего видео – Дананг 2006. Технический разбор. Я попросил Ишку мне оформить ряд вопросов по ресерчингу. Мы сейчас получили ответы, и я нахожусь в Дананге. Скажу свое мнение. Итак, давайте посмотрим, что у нас вообще за вопросы сегодня. 10 вопросов. Вопрос первый. Это все еще дешево или халява закончилась? Free ride is over. Халява уровня 2019 года кончилась. Цены выросли на 20-30% за пару лет. Но returning of investments здесь все еще выше, чем на Бали или Пхукете. На Бали, конечно, цены очень сильно выросли за последние пару лет, просто крышесносно. И на Пхукете также. За один год, особенно когда в сезон, там стало дороже, чем в самой Европе. Конечно, вы можете еще найти вне сезон в основном хорошие цены на аренду квартиры, но, боже мой, Пхукет подорожал капец как сильно. Когда приходит сезон, цены вырастают в разы, в 1,5 раза дороже. Ну, естественно, если у вас хорошие доходы, то на Пхукете вам будет по кайфу. Ну, а именно здесь цены на аренду дешевые, а остаются дешево. Даже несмотря на то, что на 30%, 20-30% стало дороже, все равно здесь очень дешево жить. Аренда, наша квартира большая, 74 квадрата, обходится нам в $340. Плюс коммунальные, ну, в общем, в районе $400 где-то мы там тратим на эту квартиру. Хотя в центре вы можете найти и за $600 маленькую студию среди кучи машин, дорог, шума и катастрофических. Напротив вашего окна строят дом. Буквально в 2 метрах. И вы видите, как на строительной площадке вьетнамец лежит на гамаке, курит сигарету. Это кому как по душе. Давай к следующему вопросу, чтобы я тут не разглагольствовал. Вопрос номер 2. Что с интернетом? Можно ли деплоить в прод? Стабильно, да. Здесь у нас есть оптика, заходит прямо в квартиру. Во многих новостройках 5G покрывает почти все. В общем, для IT-сектора это зеленая зона. Интернет действительно очень скоростной, хорошая оптика. В основном чаще встречается Wi-Fi роутеры 6-го поколения. В принципе, как и на Пхукете, Таиланде, тоже высокая скорость. Азия вообще славится своими высокоскоростными роутерами, интернетом, за исключением Бали. Бали, конечно, на острове, Индонезия, и интернет там такой себе. Мы даже пользовались там Старлинком, и он, никак не спасал ситуацию. Особенно, когда у вас созвоны, стримы, интернет там сильно лажает. Если вы занимаетесь программным обеспечением, и вам нужно выгружать большие библиотеки, тоже кошмар. Но здесь проблем нету. Хотите в кафе, хотите дома. Мы вот работаем из дома. Сделали такой маленький офис, очень комфортно, и скорость интернета всегда в топе. А самое главное, дешево. Чаще здесь встречается, что когда вы арендуете квартиру, вы вместе с арендой платите интернет. Проще сказать, что интернет включен, да, и за то же самое $340 суперскоростной интернет включен. И если брать Европу, вы всегда там платите от 30 евро за хороший интернет и выше. Третий вопрос. Как здесь с биохакингом? Очень важная тема для меня, я уверен, что для многих. Как вообще здесь с едой обстоят дела, с мясом, с сахаром? Здесь рай для пескетарианцев. Вот кто любит есть рыбу, вегетарианцы, пескетарианцы найдут для себя здесь просто все условия. Свежие морепродукты здесь, дешевая курица, дешевые базовые, овощей здесь валом, фруктов тоже. Фрукты, конечно, чуть подороже, особенно яблоки, они импортированные, и цены здесь выше, чем на европейском рынке. Но и мы яблоками питаемся редко, нам вообще, в принципе, пофигу на яблоки. Ну, иногда как деликатес можно, конечно, их купить. И есть одна большая проблема, которая волнует
многих людей, включая меня. Но вьетнамцы на этом выросли, у них это уже в культуре. Это сахар. Они его пихают везде. 90% товаров на полках, можно сказать, что несъедобные. Потому что они напичканы сахаром, подсластителями, сахаром с подсластителями, сиропами. Если вы заказываете кофе, то вам обязательно надо сказать без сахара. Without sugar! No! I said without sugar! Раз 10 сказать без сахара, потому что даже если вы скажете, что без сахара, пожалуйста, вам все равно насыпят там щепоточку или где-нибудь добавить, или уже в самом кофе будет напичкано немножко сахаром. Мы вот отказались от многих кофеин, потому что их огромное количество кофеин, и они прекрасные, и у них разнообразный кофе. Но в большинстве случаев они даже не понимают, типа, с какого фига ты просишь без сахара? Зачем тебе без сахара? Такой, типа, что это? Такие на тебя смотрят, как будто ты ненормальный. Типа, что? Без сахара? Он говорит, мы не кладем туда сахара, как бы. Мы льем дополнительно сгущенку. Но в сгущенку мы не добавляем сахара. С сахаром здесь большая проблема, да. Поэтому, когда приходите в магазин, всегда смотрите на обратной стороне, что туда кладут. Потому что сахар. Если вам плевать на свои зубы, если вам плевать на то, что вы толстеете, плевать, что у вас диабет развивается, плевать, что вы заболеваете, плевать, что вы становитесь зависимым от сладостей, тогда да, для вас это будет нормальное место. Но лично для меня это очень больная тема. Четвертый вопрос. Какая ситуация с визами на 2026 год? Является ли это геморроем или нет? С визами все как было стабильно, так и остается стабильно. 90 дней на визаране получить очень легко для многих паспортов. Для тех, кому необходимо, как для меня, делать электронные визы, тоже не проблема, мы делаем визы, покупаем их наперед, а потом просто бегаем по окончанию этих виз в Лаос, к примеру, да, то есть в Камбоджу не советую бегать, потому что там рабство, да, вы можете попасть в современное рабство, не там, где вас заставляют копать землю, а где приходится работать за компьютером и скамить людей по всему миру. You must transfer the funds now, or your Так что визаран это то, что здесь всегда есть, всегда было и, скорее всего, очень долгое время будет. Как только здесь понаоткрывают визы для ноумадовцев, ситуация изменится и рынок тоже изменится. Но пока это не случилось, продолжаем бегать на визаран. Кофеечку. Ну так, вопросы по континенту. С кем тут общаться? И ответ, как ни странно, фильтр работает. Сюда едут те, кому нужна работа и спокойствие. Ну, не знаю насчет работы, но рынок, конечно, очень огромный. Я тут вижу предложения и для айтишников, и для не айтишников. Но, конечно же, оффер на зарплату очень маленький. Я вот недавно видел оффер под маркетолога, который будет работать с адс-аккаунтами, фейсбуком, тиктоком, быть постоянно на связи 24 часа на 7. И вы получаете $700 в месяц. Такое себе предложение. Но для местного рынка $700, в принципе, хорошая цена. Не шикарная, конечно, но на $700 здесь для одного человека вполне хватает. Особенно, когда ты можешь снять себе студию за $300, и у тебя еще остается около $400 на жизнь. На местном рынке здесь это просто... Это хороший уровень, да. Особенно если работодатель будет платить за вашу визу ежегодно, в которой вам не придется делать визаран, и хрен его знает, может быть еще и будет вам платить за страховку. Мне сложно здесь сказать, кого здесь больше на рынке. Айтишников встречается очень много. На любой цвет и вкус, кого больше, кого меньше, сложно сказать. Также нас атакуют рекламы по обмену криптовалюты, значит, скамеров здесь тоже дофига. Инженеров, рекламщиков тоже хватает. Шестой вопрос. Какой здесь трафик, какие дороги? Разобьюсь ли я на байке? Дананг — это лайт-версия Вьетнама. Широкие мосты, прямые проспекты. Хаос есть, но он структурирован. Если вы с головой, то это не мясорубка. Конечно, после Европы привыкнуть очень сложно, но это занимает совсем немного времени. Но когда я приехал на Бали, я понял, что я вообще в жизни своей никогда не видел трафика. Там
там был жесточайший ад. Люди просто не могли проехать. Это был трафик, блок, пробка из огромного количества скутеров, потому что на Бали нету широких улиц. Здесь все выстроено грамотно, город с широкими улицами, даже если их там едет миллион скутеров, они все равно будут ехать и двигаться с адекватной скоростью. А на Бали это было просто плотником, там кого-то заденешь ногой, рукой, там жесть просто. Если ты там упадешь среди скутеров, все, тебя размажут, растопчут и ты исчезнешь. Watch out! Stop! Stop! На Пхукете такого, кстати, нету. Там хоть и есть огромное количество скутеров, машин. Автомобили вообще это такой лакшери сегмент, который никуда не спешит. Потому что я не знаю, как можно передвигаться на автомобиле с адекватной скоростью, когда у тебя куча скутеров, куча других машин, и ты просто двигаешься медленно. Если ты на Бали, то там вообще движение на машине означает, что ты решил просто залипнуть на несколько часов, да, когда ты мог потратить буквально несколько минут, чтобы доехать до точки, но ты решил просто как бы, оказаться в машине надолго. Так что да, здесь дороги классные, но вам нужно привыкнуть, научиться, набрать вот этот скилл. Здесь правила, это... Я даже не знаю, здесь, наверное, нет никаких правил. Здесь нужно всегда следить за движением, потому что тут непонятно, кто кого пропускает на кольце. Тот, кто на кольце, или тот, кто въезжает на кольцо. То есть, кого пропускать? Помеха справа, или помеха слева, или помеха тебе навстречу, или помеха сзади, непонятно. Но в то же время все тут привыкшие так водить, и аварии здесь случаются, но скилл у многих, у большинства и у тех, кто как бы ездит тут, поднимается на такой уровень, что я думаю, когда человек, поживший тут, вернется в Европу, вообще никогда не попадет в аварию, потому что там нету такого, там все идет по правилам, там даже скутеров-то практически и нет. Вопрос номер 7. Климат. Правда ли, что здесь полгода плесень? Не полгода, но с октября по декабрь сезон дождей и штормов. Зато остальные 9 месяцев идеально. Ну, я так скажу, мы приехали в конце декабря, и как раз закончился сезон дождей. Мы там что-то поймали, пару дней, когда шел дождь. И вот это весь январь, кругом тучи, что-то напоминает Питер, но дождь практически не проходит. То есть вот вчера в 6 утра что-то палило, исчезло, но все затянуто тучами. То есть мы уже смотрим всю неделю серый. То есть когда-то солнце появилось, я думал, все, закончился сезон дождей, сейчас будет жарко, и действительно было тепло, но как-то раз и поналетели тучи. Иногда что-то где-то побрызгает, сейчас вот в январе чуть-чуть, там буквально на пару секунд, как будто кто-то поплевал, какие-то птички пролетели. Но чувствуется, что погода идет на поправку. Хоть иногда кажется, что она вот поджидает, чтобы тебя залить дождем. Зимой здесь хорошо, прохладно. Если катаешься на скутере, то это куртка, теплый шлем, штаны, и все идеально как бы. Вот летом здесь жарко, да, летом здесь будет очень жарко. Я в прошлом году помню, что это был, наверное, август, да, скорее всего август, и капец жарище стояло. Хорошо, что ездили на скутере, потому что если бы не ездили на скутере, то просто бы умерли, передвигаясь пешком. Ну и, конечно же, море. Море — это самое оно. При море жарко, идешь купаться. Лег под зонтик, валяешься на гамаке, тянешь свою смузи, и жизнь прекрасна. Вопрос инфраструктуры. Это деревня или город, да? Дананг это вообще, что это такое, да? Спрашивают. И это, кстати, гибрид. Тут есть Grab за копейки, доставка еды, международный аэропорт, что в нашем случае, как айдишников, это самое оно, потому что релокации случаются часто. Можно слетать туда, можно слетать сюда, в столице. Современные больницы. В принципе, больницы очень дешево здесь обходятся. Есть, конечно, где-то подороже, есть где-то подешевле, но мы вот для себя поняли, что страховку дополнительно здесь покупать не надо. Да? Страховки не там 50-70 долларов в месяц стоит, а тут операция на гланды может стоить 250 долларов. Попал в аварию, может тоже 200 долларов. Ну вот и считай, как часто ты попадаешь в аварии, как часто ты вырезаешь себе гланды, да? А простой поход к врачу может обойтись в 16 долларов. И лекарства здесь стоят копейки. А их любят выписывать здесь по всем твоим симптомам.
Голова болит, вот тебе 2 пачки бупрофена и парацетамола. Кофеины, вот тебе диазепамы, вот тебе антибиотики, вот тебе все, что тебе надо, пригодится. Так что да, надо быть аккуратнее. Кстати, когда они вам выписывают все эти рецепты, прочекайте, нужно ли вам пить все это. Ну, в общем, при этом всем здесь ощущение муравейника. Единственное, что у них нету метро, которое, кстати, я не понимаю, почему они его не построили. Может быть, его затопило бы или завалило бы. Вот непонятно, потому что метро решало бы огромную проблему с тем, что меньше людей на дорогах было бы. Потому что город огромный, он разрастается постоянно, и в метро ему надо. И автобусы здесь, я не понимаю, они есть или нету. Я вообще не понимаю, как здесь жить без скутера, если честно. 9-й вопрос очень важный. Тишина и работа. Можно ли найти покой? Говорят, что сложно, но можно. Во Вьетнаме шумно. В Дананге реально найти квартиру, где будет тихо. Но это не значит, что вас утром не разбудит какая-то стройка или вечером не услышите караоке. Мест очень мало, не везде хорошая шумоизоляция. Чаще всего шум — это то, что вас будет сопровождать здесь 24/7. Они даже в Новый год стройкой занимались. То есть здесь город никогда не спит. Это факт. Никакого запрета здесь нету на шум, как в Европе, где после 11 нельзя шуметь или ремонтировать. Здесь и в 12, и в час, и в 4, и вообще только на перерыв идут, чтобы перекусить, но стройка продолжается. Да. Ну, не везде, конечно, так, но в большинстве случаев. И чтобы найти покой, вам надо искать. Так что если вы ищете квартиру, может быть, вы родились в большом городе, и вы наоборот без шума не можете, да, что тишина вас раздражает. Но у меня наоборот, мы прям искали место, где потише, где повыше, где поспокойнее, хотя бы есть какая-то зеленая зона в округе. Хоть, конечно, и не приходится здесь гулять, но есть зеленая территория, где даже на скутере по кругу можно покататься с настроением. Есть какие-то маленькие парки. Есть на самом деле территории с большим парком, но как-то там люди не очень гуляют. Наверное, они привыкли жить на скутере. Здесь сама обстановка тебя стимулирует к тому, чтобы ты был постоянно на скутере, и поэтому люди не ходят в эти парки. Ну и последний, 10-й вопрос, давайте заканчивать с этим видео. Главная причина, X-фактор. Почему именно Дананг? Work-life balance. Город, где горы, река и море встречаются в одной точке. Ты можешь здесь проработать весь день и уже через 15 минут ехать на пляж или на какую-нибудь гору, или к обезьянкам сгулять, или в парк, или в другую кафешку, или на митапы. Здесь много чем можно заняться. Здесь действительно баланс в том, что для меня лично здесь просто дешево и все доступно. То есть здесь есть все для жизни и при этом не скучно. На выходных захотелись в тематический паркинг? Пожалуйста. Стоимость билета там 15-20 долларов, это вообще в принципе копейки на весь день. Захотел взять скутер, поехал в джунгли, в какие-то парки, где-то что-то выращивать. Здесь много чем можно заняться. Или просто поехал на пляж. На пляже у тебя там и смузи, и бывают какие-то сцены. Гора с Будды, хочешь посмотреть на красивую гору, хочешь посмотреть на обезьян, хочешь сходить на массаж. Все это очень доступно, по доступным ценам. Если вы зарабатываете хотя бы 1000 долларов удаленно, то здесь вам будет просто рай. И вот когда был последний раз на Пхукете, 1000 долларов хватало впритык, потому что в сезон цены выросли за квартиру, маленькую студию в кондоминиуме 600 долларов. Цены за скутера тоже выросли больше 100 долларов, 120 долларов в месяц за обычный легенький скутер. И оставшееся остается на покушать. Ну, покушать, как бы вам сказать, там везде вот эти 7-Eleven, небольшие магазинчики. Чтобы нормально купить себе еду, есть вот два магазина, где назывался Freshmart, Freshmeat, не помню, как же он назывался, Get Fresh и 24/7 Chip. 24/7 Chip. Два магазина, где продавались более-менее какие-то продукты, которые можно было принести домой, приготовить, но
в большинстве случаев там продавалась везде готовая продукция или на улицах покупаете еду, чего не рекомендую, если, конечно, вы не хотите просидеть на туалете много часов, размышляя о своей жизни, то лучше не покупать уличную еду. В Дананге тоже очень много еды, но здесь огромные мегамаркеты, то есть 3-4 этажа торгового центра, вы там обязательно найдете все, что вам надо. Это будет намного дешевле, чем покупать еду в ресторанах, хотя здесь ресторанчики есть, где ты просто за копейки ешь. Есть много суши-баров, которые тоже по очень доступным ценам, там на двоих. Мы находили рестораны, где на двоих $12, и у нас 2 больших тарелки, напичканные разными сушами. Поэтому вот с едой здесь намного лучше, чем на Пхукете, намного лучше, чем в Таиланде, намного лучше, чем на Бали. Но вот Бали, что мне очень понравилось, огромными кокосами, да, там, если вы хотите там самый большой кокос в мире найти, то это точно вам надо ехать на Бали. Там бывает даже 2-литровые кокосы, вы это просто не выпьете. Здесь кокосики маленькие, но я думаю, что пофиг на кокосы, я скажу. Главное, чтобы был баланс. Баланс между работой, жизнью и досугом. Ну и, конечно же, самое основное — это база еда. Еда, ребята, хорошая. Здесь много вариантов. Главное, не ешьте сахар. И будьте аккуратны. И даже вот в ресторанах, когда вы ходите кушать, вам запихнут туда сахар. Будьте аккуратны. Ладно, видео я уже затянул. Ответил на 10 вопросов. Надеюсь, это видео вам было полезно. А если вы рассматриваете Дананг как какой-то хаб или место для жизни, точно лайки, потому что это один из лучших городов на планете. Я это говорю не понаслышке, мне есть чем сравнивать. Я путешествовал, даже не путешествовал, я жил довольно долго в разных странах, в разных городах, переезжал каждые 6 месяцев, долго не задерживался на одном месте. Сказать с уверенностью, что Дананг бьет многие европейские города по комфорту жизни, если вы, конечно, удаленщик. Ехать сюда, к примеру, как на заработки, это сразу нет. Если вы, конечно, какой-то серьезный специалист, и компания из Дананга говорит: вы нам нужны, мы вам готовы платить большие деньги, намного выше, чем рыночная стоимость, тогда, конечно, это ваш золотой билет. Так, это рай для айтишников, которые хотят жить в мегаполисе. Ладно, давайте закончим на этом. Спасибо за внимание. Если что, пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь, это мотивирует делать больше. Это мотивирует создавать более лучшие видео. Если у вас есть какие-то комментарии по поводу чего не хватает, какой вопрос вас интересует, что бы вы хотели видеть, то пишите в комментариях. Всем пока.